Эй, ты знаешь, сколько Toyota за 10 с лишним лет продала своих фораннеров и сурфов? Ну да, знаю, и что такого? А у нас есть подобная платформа? Ну да, у нас есть L200. А почему мы еще не сделали такую же машину, как Forerunner? Примерно так в 96-м году началась история одного очень известного и популярного автомобиля – Mitsubishi Pajero Sport. Перед компанией Mitsubishi стояла непростая задача – создать конкурента Toyota Hilux, который на тот момент уже 12 лет доминировал в классе SUV – Sport Utility Vehicle. Машина должна была получиться комфортной, неприхотливой, надежной и вместительной. Иначе шансов противостоять колоссу от Toyota просто не было. Спасибо, вертолет. Производство Pajero Sport началось в Японии в 1996 году. Модель довольно быстро завоевала популярность на всех рынках мира. Во-первых, благодаря громкому имени, удачный пиар-ход от Mitsubishi, но самое главное, благодаря отличному подбору потребительских качеств. Это и надежность, и неприхотливость, и адекватная цена, и солидный внедорожный арсенал. Hello, darkness, my old friend. В общем, эта машина сделана по рецепту идеального SUV. Не идеального, но успешного SUV во времена, когда машины продавались благодаря действительно своим качествам, а не набору каких-то маркетологических примочек. Что вообще представляет из себя Mitsubishi Pajero Sport? Это немного укороченная рама от L200. Сзади неразрезной мост. Какое-то время, первые 4 года, даже стояли рессоры, как у L200, потом их заменили на пружины. Спереди это независимая торсионная подвеска. Моторы под капотом, чуть попозже про них расскажу, это кондовые дизеля, либо бензиновые V6. Ну и посередине всего этого добра стоит Easy Select. Easy Select это как Super Select, только Easy. То же самое, только с жесткий парт-тайм, без межосевого дифференциала и возможности втыкать полный привод на скорости в 100 км в час. Конкретно этот экземпляр 2007 года, купленный в 2008, то есть уже одним из последних в России. Владелец его купил на пробеге в 90 тысяч километров и наездил уже 60. Ничего в нем пока не сломалось, но только плановые замены различных узлов, ну и, соответственно, жидкостей и всяких расходников. По мотору, что у нас здесь? 6G72, 3-литровый V6. Вообще, в принципе, этот мотор с середины 80-х годов в модельном ряду Mitsubishi ставился на какое-то совершенно бешеное количество моделей. И это один из главных его плюсов, помимо, конечно, надежности и неприхотливости, это 92-й бензин, естественно. В этом автомобиле, так как он в максимальной комплектации, идет автомат. Обычный 4-ступенчатый гидротрансформатор, который разгоняет этого зверя за немыслимые 17 секунд до 100. Также еще была комплектация с механикой, ну и, естественно, дизель, там 4D56 на 2,5 литра, турбодизель, там 90, что ли, лошадей. Ну, он слабенький, но за счет того, что он идет только с механикой, ну и понижайка здесь, конечно же, есть, в принципе, он вытягивает, этой машине хватает. Она весит примерно тонну 800, тонну 900 в стоке, там 200 момента, ну, 35-й колеса, наверное, уже не прокрутит, но они здесь, в общем-то, и не нужны. Абсолютно стандартная подкапотная компоновка, да, продольно расположенный двигатель, один аккумулятор, бортовая сеть вся 12 вольт. Да нечего здесь говорить. Простой мотор, простая коробка. Электрики здесь, ну, необходимый минимум. Это, конечно, не механический дизель, но, тем не менее, проводов здесь совсем немного. Я уже говорил, что машина получилась крайне удачной в плане сочетания потребительских качеств. И она очень сильно полюбилась любителям активного отдыха, Она приглянулась любителям активного отдыха и оффроуда. А это что значит? Это значит, что на нее очень широкий автормаркет. На нее можно найти абсолютно все, что угодно. Все обвесы, бампера, пороги, бушвакеры, естественно, лифт-комплекты, обвесы на крышу, то есть там экспедиционные корзины, платформы и так далее. Куча всего. Что конкретно по этой машине сделано? Лифт 2 дюйма сзади, спереди стандартная высота подвески. Колеса 245-75.
16 диаметра. И, в общем-то, все. Блокировки задней здесь нет, передней здесь нет. То есть это Easy Select с жестким подключением переднего моста. И все. Никак мне не попадется это сравнение машины с блокировкой, но ничего страшного. У него есть преимущество в том плане, что он гораздо легче. Хоть колеса у него поменьше. Мне очень интересно посмотреть, кто из нас все-таки лучше поедет по снегу. Эта машина создавалась как конкурент для Forerunner и Hilux Surf. И она во многом на них похожа. Во-первых, в принципе, конфигурацией кузова. Во-вторых, посадкой. Она здесь не совсем как в больших таких тяжелых внедорожниках. Она более легковая. То есть сидушка над полом очень низко. Как здесь тут подвинуться вперед. Так, я разобрался с регулировками сидения. Да, очень похожая на Forerunner посадка. Прям практически такая же. Не скажу, что это плохо, просто многим любителям джипов не нравится легковая посадка. Мне вполне комфортно. Педали все там, где нужно. Руль же регулируется. Руль вверх-вниз регулируется. Коробка здесь, как я уже говорил, 4-ступенчатый, очень простой гидротрансформатор. И Easy Select, то есть это классический part-time. Здесь даже, это что, это климат-контроль. Есть максимальная комплектация, климат-контроль. Довольно удобный подлокотник. Ну, места в нем внутри не то чтобы много, как и в бардачке. Самое главное, вот что многим в этой машине, так же как и в Forerunner, не нравится. Она длинная, она вместительная, но она реально узкая. По ширине салона, я могу сейчас соврать, но по ощущениям она уже, чем Шнива. Подлокотник здесь, он строго на одну руку. То есть это реально все для водителя. Вот водитель здесь сел, ему комфортно, а пассажир, он там вот так вот прижался, и, в общем, черт бы с ним. Здесь есть люк, но в него все равно ничего не видно. И все. А что еще нужно от этой машины? Это, извините меня, машина 96-го года. Да, это уже рестайл, да, тут уже появился вот и климат-контроль, и не рессоры сзади. Но, тем не менее, эта машина заточена под выполнение простых и понятных задач. Это оффроуд, и это утилитарное использование. Багажник и задний ряд. Ну, задний ряд здесь совершенно стандартный. Он есть, на нем как-то можно сидеть. На этом все. По багажнику. Как вы можете уже видеть, он не очень высокий. То есть проем, портал, он, у меня, к сожалению, нет сейчас рулетки, но он меньше метра. Ширина у него более-менее, но машина, в принципе, не очень высокая. Если делать здесь в багажник спальник или органайзер, как хотите называйте, даже если он высотой там 30-35 сантиметров, вы посмотрите, какое маленькое пространство остается для людей. То есть ты можешь туда вползти, как червяк, да, ты можешь здесь спать, но комфортно ли это будет? Спорный вопрос. Тем не менее, многие делают эти спальники, и многие с комфортом спят и активно их используют. Объем багажника, в принципе, от крышки до заднего ряда, он достаточно большой. Здесь влезает вот такой классный ящик, термоящик. Да, product placement случился немного, но не страшно. И там, помимо этого ящика, еще остается место. Ширина, ну вот ширина, да. Я говорю, он по ширине, мне кажется, не намного больше, чем какая-нибудь Шнива. Но это вообще фишка японцев. Они любят какие-нибудь Toyota, там, Town Ace. Они длинные, но они очень узкие. Но это особенность японского, в принципе, автомобилестроения. Они вообще на размеры у нас экономные весьма, да, во многих моделях. И здесь, в том числе, здесь это очень хорошо видно. Резюмируя все мои слова о задней части автомобиля, багажник большой, задний ряд имеется. Все, хватит об этом. Поехали уже кататься. Самое главное, по катушке. Мы все в том же самом снежном поле. Снега еще довольно много. Температура у нас примерно 0 градусов. И не знаю, насколько плотный снег. Сейчас мы это проверим. Люди вон на каршеринге, на оффроуд ездят. И знаем мы одних, которые уже поездили. Им потом было весело. Начнем мы, пожалуй, с такого аналога 100-метровки. Снежная 100-метровка, давайте так ее и назовем. Мы встанем параллельно и просто поедем. Кто быстрее и дальше уедет, тот и победил. Да, Паджерик на автомате, я на механике. То есть, если что, я смогу в раскачку выехать, а он нет. Короче, сравнивать сложно, но тем оно и интереснее. Паджерик весит меньше 2 тонн, я гораздо больше, разница у нас где-то в 300, а то и может быть больше килограмм. Мы оба стравились до примерно 1,2 атмосфер. 1,1,
это невозможно сказать. Ладно, у меня чуть-чуть побольше колес, 32-е 265-75, у Паджерика 245-75, да? 245-75. Хватит цифр, поехали. То самое чувство, когда оффроуд еще не начался, но он уже начался. Мы, в общем-то, должны сейчас подъезжать к месту старта, но выглядит это примерно как-то вот так. Снимаю на телефон, потому что флешка от экшн-камеры почему-то сказала пока, чувак. А с левой стороны у тебя какой? А, левая задняя. Ну-ка, дай газку. Да, левая задняя и правая передняя. Вот так вот у нас начинается оффроуд. Снег оказался гораздо коварнее, чем я ожидал. Его, ну не по колено, но типа посередину голени. И он просто проваливается, он не держит тебя вовсе. Что Паджерик, что Toyota проезжают. Я не знаю, я проехал метр после того, как закончилась колея от Паджерика, где он застрял, по его же колее поехал. И все. Сейчас еще попробуем. Раз уж мы собрались внедорожную 100-метровку проехать, так надо хотя бы, ну, на линию стартовую встать, да? Вот как-то так должна выглядеть стартовая линия. Сейчас Паджерик развернется. Попробуй все-таки встать здесь, но что-то тут совсем гибло. А вот я сейчас, в принципе, еду по целине более-менее неплохо. Легенда. Итак, дрон запущен, камеры все включены, передачи воткнуты. 3, 2, 1, погнали.
Toyota Pajero. Владельца Pajero не видно, но он с точно таким же шансовым инструментом. Вот так плохо видно. Давай. Ну, в общем, вот как-то так это все выглядит. Спереди примерно то же самое. Причем в раскачку немножко идет, но очень плотный снег снизу. И он просто держит. То есть он шатается на месте. Сейчас попробую задний мост откопать и вырваться. Немножко покопался и в раскачку выскочил. Сейчас засяду снова. Тут уже не поехать. Toyota не доехала 40 сантиметров до дороги, и тут какая-то, видимо, канава или что-то, прям правый бок ухнул. Но здесь проваливаешься уже очень легко, нас вообще не держит. Если здесь я хоть как-то проскочил, то дальше все. Вот тут не видно наклон, но наклон на правую сторону довольно сильный. Владелец Pajero с момента, как застрял, начал причем очень бодро, но проехал буквально метров 12. Ну, может 10, да. И один момент он провалился, а дальше все. Автомат, сцепления нет, колеса продолжают крутиться, и он сразу прокопался вниз. А если я еще сцепление могу компенсировать, то на автомате это практически невозможно. Значит, не так сильно сидел. Ну и кто победил, друзья? Ваше мнение в комментариях. Я считаю, что победил снег. Ну или Hyundai, который в итоге вытащил меня. Но чтобы я смог вытащить Pajero. Засел я хорошо. Но, кстати, мы почти откопались. Еще бы минут 10 лопатами помахали. Наверное, я бы сам выехал. Но это, конечно, гораздо тяжелее. Гораздо легче, когда тебя выдергивает мимо проезжающий Hyundai. Ну, ущерб репутации, правда, конечно. Какой-то паркетник посрамил, да, двух таких рамных проходимцев. Вообще просто позорище. Итак, Pajero сейчас попробует просто хотя бы проехать по следу Toyota. Колея у него, можно видеть, немножко уже, но в целом терпимо. Ну и уже по накатанному снегу, конечно, едется гораздо легче, он не проваливается. Сейчас посмотрим в конце, там, где Toyota села. Ну, ходом вышел. Итак, что можно сказать? Рубрика «Мудрые мысли от знатоков оффроуда». Сейчас, подожди, лопату уберу. Мудрые мысли от знатоков оффроуда, которых вытянул Hyundai Tucson.
Без блокировок ехалось чуть-чуть тяжелее, потому что как только начинала копать одно из колес, сразу машина начинала проваливаться вниз, очень жестко проворачивая именно одно какое-то пробуксовывающее колесо. Вес я не заметил преимуществ Паджерика из-за того, что он весит меньше. Я вешу на почти полтонны больше, и я ехал. А Паджерик, ну, как вы видели, не поехал. То, что Паджерик застрял, хотя начал он, как вы видели, очень бодренько и вырвался вперед там вот на добрый десяток метров совершенно спокойно. За счет автомата. То есть он, как только пошла чуть-чуть пробуксовочка, не было возможности скомпенсировать сцеплением вот это вращение колес, и он сразу ушел вниз и сел на днище намертво. Все. Тогда как я сумел раскачаться. Хорошо, я тоже покопал, но я присел не так сильно. И когда я сел в первый раз, я откопал только под задним мостом чуть-чуть и назад в раскачку вытащился. А Паджерик нагреб всеми 4 колесами, рухнул на днище и привет. В общем, я думаю, что, ребят, самое время знатокам оффроуда в комментариях объяснить мне, что же лучше, механика или автомат. В чем я не прав и почему Паджерик, в общем-то, победил. Хотя, как мы видели, не победил в итоге никто. И Toyota тоже дважды откапывалась и в итоге на трассу выехала. Но Паджерик вообще, в общем, толком никуда не уехал. Welcome to комментарии. Ваше мнение, ваше наблюдение. Ну и объясните мне технику раскачки на автомате, пожалуйста, потому что я вообще ничего в этом не понимаю. Ты умеешь раскачку на автомате? Нельзя, он загнется. Вот, а на черках делают, на старых айсинах, которые какие там, 442 или как он называется. Вот самые древние, дубовые, вообще безмозглые, типа можно. И не перегревается даже. Мне жалко, честно. Вот, владелец говорит, жалко. То есть убивается автомат. Или таки не убивается. Ваше мнение, ребят. Ну что, друзья, пожалуй, на сегодня хватит. Вы сами все видели. Я не знаю, как объяснить, кто в итоге победил. Давайте скажем так. Сегодня победил шансовый инструмент. Без вот этих ребят никуда бы мы вообще сегодня не уехали. Ну и, конечно, спасибо доброму человеку на Hyundai, который выдернул в итоге меня, чтобы я выдернул Паджерик. Что мы доказали? Ничего. Мы доказали, что 245-75 для Паджерика и 265-75 для Toyota по снегу это мало. Оба мы копались и садились. Чуть дальше я уехал за счет того, что у меня была механика. Как обычно, что хотел доказать, ничего не доказал. Давайте скажем так. Боевая ничья. Это даже не 1-1, это 0-0. 0-0 и 1-0 в пользу шансового инструмента и добрых людей, которые выдергивают застрявших. На этом, наверное, все. Спасибо, друзья, что смотрели это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и рассказывайте друзьям. Колокольчик не забываем. До новых встреч. Ну а пока. Так, интересно, что-нибудь слышно вообще было?